Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 19-й выпуск 5-го сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске на заводе забрал письмо, закрыв квесты «Почтальон Печкин», часть 1 и часть 2. Затем на заводе нашел все выходы с локации. Для механика по квесту «Скаут», на таможне из 203-й комнаты общежития забрал кейс по квесту «Прапора тряхнуть кассира» и сделал квест на берегу для миротворца «Рыболовные снасти» с закладкой предметов у волнореза. Выпуск поддержали финансово Александр Глебов, Фрэнки Уайлд, Гуклер, Арсений, Стефан, Зорд, Миш, Илья, Иван, Рикус, Мэнклок, Злой, Максим Евгеньевич и Сергей. Бешеная поддержка, большое человеческое вам спасибо. Будьте здоровы. Миш, привет. Ходил пару-тройку раз, все хорошо, ни одна рыба не пострадала. Не знаю, может не сезон. Донецку привет. YouTube не сильно звуки режет. Бывает, я путаю со звуками на улице. Вот так. Злой, привет. С днем рождения, браток. Пусть мечты сбываются. Привет, Тольятти. Всем приятного просмотра. После изнурительной тренировки у моего ЧВК 27 энергии, 27 гидрации, поэтому в рейд беру с собой аквамарин, тут начатый уже, и сухой паёк МРЕ. А еще беру ключ от санатория, 112 от западного крыла по квесту лыжника, витамины, часть 1. Сегодня хочу попробовать сделать каратель, часть 1. Мне, используя АКМ, диких нужно на берегу настрелять еще 13 штук, чертова дюжина. Но с собой беру кучу маяков и глушилок, мне нужно по анестезии. 2 места торговли еще пометить, это на коттеджах и на санатории. Для терапевта одна скорая помощь на санатории осталась, и по коллегам нужно на санатории, пирсе и коттеджах трупы посмотреть. Но это если попутно будет, только в этом случае. Ну и ключ, для чего я беру, это витамины, часть 1. Мне нужен химконтейнер на берегу, в западке на 1-м этаже он есть. Если тишина будет, то можно будет зайти посмотреть. Но повторюсь еще раз, я иду за ЧВК на берег с первоприоритетной целью, это настрелять дикарей. Мне нужно 13 диких подстрелить, а потом уже будем все остальные задачи решать, либо если прям вот наступаем на квестовую точку, тогда будем метить. В принципе, на всех точках, где есть дикие, куда я буду ходить, почти везде есть места, которые мне нужно пометить, либо поставить глушилку. Так что будем потихоньку, не спеша, все делать. Так, ну вот, видишь, не зря. Уже под антенной прям появился. Значит, маяки точно не взял. Не зря взял. Значит, один маяк сейчас мы скинем сразу, потом пойдем на чупик. Есть куча спавнов. Слева и вдоль там края карты, да? Вот так вот. Все, как новенький. Готов к труду и обороне. Нужная нам антенна. Пошел глушак. ЧВК пришел. Ах, блин, их двое там было, что ли? Тяжеловато, конечно, мне придется. Но одного застрелил. Главное, что у меня глушилка прижилась. Капец ты, Тарков, встречаешь меня девятками. Получай. Да, глушилка успела прижиться, зашибись. Значит, остался чупа-чупс и крыша на западке. Вот такой АКМН теперь наколдовал. Пока не сохраняю сборки, потому что мне нужен будет какой-то золотой вариант, чтобы не сильно дорого было. И, ну, как бы терять не жалко было его, да? Пока есть денежки, немножко экспериментируем. Часто помирать буду, то соберу что-нибудь бюджетненькое. Так, теперь еще мы на этой стороне, да? А на этой стороне нам что надо будет? Ну, единственное, в коттедже сразу тогда попробовать, что ли. Место торговли пометить. Окей, давай попробуем. Да, просто так походить диких, пострелять теперь не получается. Обязательно какие-то стычки, да, с ближайшими спаунами. Ну ладно. Давай пробовать тогда через овраг.
Если сейчас справа спаун сразу же не подскочит ко мне. Можно попробовать и на коттеджах пометить. Ой, я-моё. Снайпер, прикинь, с левой стороны. Еще и в ногу, смотри, бахнул. Хорош, хорош. Надо направо валить. Эх, от ЦМС-ки-то у меня нет. Лечиться-то нечем. ЦМС-ки нет. А я еще думал, что брать, доки брать? Или что брать? Что ж так душно-то, Тарков? Это даже не прикольно. Все, аптечку брал с собой, схавал аптечку. Блин, и чё, как мне теперь пометить? Я теперь туда не помечу никаким образом, потому что там снайпер, и он будет там сидеть, зараза такой. Единственный вариант попробовать обойти его по левую сторону, что ли. Но я думаю, он будет ждать этого маневра. Я думаю, он будет ждать этого маневра. Но других вариантов я не вижу. Не высовывая носа здесь. О, дикие. А ну-ка. Отлично. Еще один есть. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Выходи. Мне же в аккурат дикие тоже нужны. Блин, у того снайпера, он там будет лежать 100%, высматривать, пока в ближайшие несколько минут. Было бы маневр попробовать совершить. Ладно, давай попробуем. Оптики нет. Так-то можно было бы постараться выцелить его каким-то макаром. Аккуратнейшно. Без оптики тяжеловато будет понять, где он есть. Но попробовать обойти стоит, я считаю. Хотя бы попробовать, да? С чего-то неглушенного лупанул. Я даже понять не успел по звуку, если честно. Так, вот здесь он может меня спалить, да, переход мы. Уточку левее надо брать.
отсюда примерно. Вот так вот. Ну, если повезет, сейчас мы тебя вычислим, гаденыш. Я вижу, и все. Вообще, по-хорошему, я бы на выход пошел, честно говоря. Знаешь почему? А бейсбол как бы есть, но я долго не смогу его хавать, так как еды у меня не будет. Ходить в рейде постоянно еду искать тоже не дело. Вот, в принципе, так в старом Таркове мы и играли, когда не было хирургических наборов. Тебе выбивают какую-то конечность, то ты почти сразу разворачиваешься и идешь домой. Значит, ты уже не боец вовсе. Самую малость попробую осмотреться. Да, нет. Где-то отсюда он щелкнул по мне. Это отсюда. Неужели ты к коттеджам пошел? Давай попробуем тогда место торговли пометить. И проверим, кстати, попробуем трупы. Друган точно что-то бывал тут. Где-то дикий. Так. Метим. Где ж ты есть? А вон он. Есть, прижилась анестезия. Похоже, тут лутанули. Хотя, возможно, и дикие шарятся тут. Нет, не лутали. Ну, давай тогда флешку, что ли, я пошел.
Флешку, флешку. Да ну. Не хочет флешку давать. Шампунь. О, картоху починим, если домой заберем, вынесем, да? Еще рублей немножко нашел. Картошка прям в ноль выбита. Ой. Ё-моё, я думал, что забрали какой-то тяжелый там тип. Окей. Тогда вот так. Вот так. Вот и покушать есть. Чуть-чуть. До выхода хватит нам, да? Ладушки, я предлагаю идти на выход. Выход у меня есть на переходе на маяк. Туда потихоньку я пойду. Кряхтеть, пыхтеть буду. Но побегу бегом. Сколько хватит медицины, подлечусь. Да и все. Выход на маяке у меня недалеко. Вот прямо по курсу. В угол карты. Все нормально будет. Перегруппироваться надо. Все, на месте. Пошли домой. Неудачно так мне сразу же конечность выбили в самом начале рейда, и делать мне по большому счету там больше нечего было. Но зато успел на коттедж заглянуть. Не совсем логично этот коллеги квест работает. В принципе, я пошел посмотрел направленную к коттеджам группу, да, обнаружил трупы. Вышел, в принципе, с локации, мог рассказать, да, вот там на коттеджах я нашел. Но не считается, нужно это делать все в одном рейде. Так что как-то так. Освободилось место в подсумке, теперь у меня будет с собой и этот хирургический набор, и в случае необходимости можно будет заштопать, да, конечность какую-то. А то так досадно получилось, вышел, получил по ноге. Можно сказать, вывели из строя прям сразу в начале же рейда. Вот сейчас был бы я не против спавна где-нибудь возле Чупа-Чупса, чтобы там еще маяк скинуть. И все точки интереса у меня будут сходиться на санатории, на Лазурке. О! Получите, говорит, распишитесь. Смотри, куда меня Тарков подспавнил. Хорош, хорош. Я недалеко совсем от Чупа-Чупсов, сразу же тогда в ту сторону пойду, только зайду со стороны елочки, чтобы здесь не палиться на полянах. Тут спаунов много, в общем. Спаунов много, с которых бежать до точки интереса всегда практически приходится через открытую какую-то область, местность. Приятного в этом мало, но такая вот локация. С этим пока и будем работать. А этот спаун вроде лысый, да? Нет никого. Колбасява, ё-моё, похавать есть что, пацаны? Консервы, колбасява. Ну чё, каков план? Я предлагаю сразу на Чупа-Чупс тогда в первую очередь заглянуть, поставить там маячок.
Вот он чупа-чупс. Вот он чупа-чупс, на гору показываю. Ну, в общем, да, вы понимаете, это метеостанция старая. Вон она. Вот. Там пометить, потом в сторону ГЭС тогда, что ли? Там диких глянем. И на ГЭС примерно послушаем, что будет происходить наверху в лазурке. Если тихо будет, то можно будет, я считаю, попробовать подняться наверх. Так, это что такое у нас? 5 класс, грудная клетка, высокоплотный полиэтилен. Можно переехать туда, в принципе, да? Нет? Что такое? А, так это просто бронежилет. Я почему-то подумал, что это бронеразгрузка. Ладно, пока возьмем, если что, разгрузку. Если найдем, то свою картоху выкинем. Пытаюсь открыть, а она не открывается. Я подумал, что это разгруз. Ладно. Вот тут на елочке мы можем забраться потихоньку. В этом ущелье. Есть. Здоровее стал сразу, до 7 уровня. Вот, и аккуратнейшно. Что тут почем? Или подожди, или я уже метил эту точку? Я разве не метил чупа-чупс? Что-то не припомню. А, нет, я его не метил, я просто обнаруживал, по-моему, да? Сигнал. Часть какая-то там. Да, точно. Все. Отлично. Метим, посмотрю сейф. Хорошо. Тут и похавать есть что. Попить, то есть. Здорово. Я готов забрать лидекс. Пойдет. Нифига тут добра. Грузли некуда складывать. Блин, надо были как-нибудь, знаешь, что сделать? Взять и пойти диким полутаться хорошенечко. Дикий лутака, который... Если получится, то я к выходным сделаю выпуск за дикого лутаку. И дикий лутака будет на этом аккаунте. Я просто... Мне нужны не только предметы квестовые за дикого, хочу их поискать, а мне нужно будет еще, знаешь что? Мне нужно будет же склад увеличить до 2 уровня, как минимум его необходимо прокачать. Дальше уже, конечно, по желанию. Ну и вряд ли я его буду прокачивать дальше. Мне главное до 2 докачать, а там надо 2,5 миллиона только денег. Так что, возможно, сделаем выпуск. Довольно тихо на локации. Если это как раз тихий рейд... Блин, нет, все. Беру свои слова обратно. Первое впечатление оказалось обманчивым. Рейд ни разу не тихий.
Не видать, не слыхать. Я примерно понимаю, где там ЧВК, и он, скорее всего, где-то в районе чертовой горы. Это по нему с заправки дали, а до этого Мосинка или Тостом шлепнули, а это со скалы его увидели. Так что понял, вдоль берега кто-то там идет, скорее всего. Так что можно попробовать, в принципе, сейчас... скорую пометить вместо торговли, да? Так. Чем убиваться будем? Можно вазиком, потому что у меня и еда есть. Вазелин, он и энергию, и гидрацию, да, забирает вроде как. Так точно. Ну давай, Тарков. Послушаем, пока питоним. Метаболизм 10-го. На Норвинском возня уже. Но у меня вроде тихо. Будем надеяться, что тихо. Твою мать. Ой, зараза проклятая, а. Ну чё же вы тут сидите-то, а? Вот как тут выполнять такие квесты? Не отпустит он меня. Послышалось, не? Базару нет. О-оу. ЛЦУ светит, видишь? Ну, справа. И слева. Когда шанс был, надо было мне уходить, знаешь, куда? Вон туда, в восточку.
ЦО откуда мог светить сюда? Непонятно. Медь. Угу. Лисохотрый. Все равно пометил. Зашибись. И они меня в восточке ищут сейчас. Ну или он. Так, вот он, химконт. Фу. Синяя кровь. А, это который температуру тела понижает. Так, слушай, а чё я нафиг я туда пойду? Давай здесь по железке лучше поднимемся, попробуем. Хочу попробовать поставить глушилку на крыше западки. Вот так вот. Надеюсь, он там не на крыше. Дверь закрыта вроде. Чик. Подожду, пока приживется. И все. И все. Зашибись. Все, можем спускаться незаметно. Какие лютые жестокие, видал? И сидят же до Талова и просматривают улицу. Неужели серьезно ловят тех, кто пришел квест сделать? Хотя навряд ли, да, намеренно прям. Так, надо мне где-нибудь укромное местечко найти, чтобы пришиться. Ой, пришиться, грубо, долечиться. Вроде никого. Вот так вот. Фу, как я выжил там, я вообще не знаю, если честно. Но как-то выжил. Слышал шаги справа и слева. Я думаю, что их там двое было.
Но они так и не поняли, куда я присел. Слышали, видимо, как я лечусь. Но, скорее всего, подумали, что я где-то в помещении, в здании, точнее. Такие пироги. Значит, я предлагаю идти на выход, потому что у меня... Что там у меня? Скорая помощь уже выполнен. Химконтейнер у меня, вот его бы я хотел вынести. Ну и все получается. А, анестезия, выжить, выйти с локации. Да точно, пойдем на выход. Вынесем это добро. Скорее всего, мне даст квест сразу лыжник с пометкой тех же самых... уже не с пометкой, а с этими... с закладкой, да, маяков. Спрятать нужно будет их конкретно. И как раз по тем же самым местам, где лежат тела по квесту терапевта, если повезет, то мы сразу же 2 квеста и закроем. Ну а по-другому там никак, либо мы их закрываем, либо нет. Для терапевта я имею в виду. Там по-любому выжить надо будет. Что тут? Дайте еще дикого одного другого. Понял. Где-то он есть там. А вон он сидит. Капец, я его не увидел. Челобот, что ли? Иди в баню, братишка. Пришел я на маяк. Челоботы уже подъехали. Так. Надеюсь, засада тут нет. Вроде нет. Вот и хорошо. Вот и ладненько. Все, иду на выход. Переход на маяк снова. Так, теперь с этой стороны. Вот, блин, думаешь, да, что тихо-тихо, вроде ни одного выстрела, ничего. Только подходишь, бам, начинается. Да, если бы он мне в голову стрельнул, то все, плакали мои квестики. Наверное, даже повезло, что он начал там в живот, куда попало, стрелять, да? Счастливчик, говорит. Все, я домой. Ну, на тоненького получился рейд. Однако фортуна улыбнулась. Непростой рейд оказался. Как ни крути, сейчас тяжеловато человеку, который играет в соло и играет там не очень хорошо, да? Скажем так, среднего уровня игрок. 3 машины скорой помощи маркером на берегу мы пометили, поэтому врачебная тайна часть 1, мы квест завершаем. Врачебная тайна часть 2. Обыскать комнату в санатории на информацию о судьбе исследований Терра Групп. Это 306 номер западки. У меня, по-моему, ключа нет еще. Анестезия квест тоже завершаем. Для прапора пометили 3 места торговли на берегу и вышли с локации. Установили подавители сигналов на локации берег в 3 точках. Вышли с локации, значит сигнал часть 3. Квест для механика мы закрываем тоже. Сигнал часть 4.
квест выдает. По этому квесту нужно было достичь нужного уровня навыка память 4-го. Он у меня уже достигнут, поэтому автоматом сигнал часть 4 мы закрываем. Витамина часть 1 по этому квесту я хим-контейнер на берегу вынес. Передаю его лыжнику, остальные 2 находятся на развязке. Игра наверняка квест не выдает лыжник. Это пометка медконтейнеров у санатория, у коттеджа, на пирсе. То же самое, что я делал для прапора, только теперь нужно не просто метить, а еще и спрятать этот маячок. И миротворец подъезжает с квестом образцы. Долгий квест, по которому мне нужно сдавать целый набор, в общем, медикаментов, стимуляторов, точнее. Один из них только Абдалбосик у меня имеется. Все, остальных нет. Мул можем сварить, еще что-то сварить, по-моему, можно. Ну, в общем, если найдем, будем потихоньку сдавать. Беру с собой 3 маяка и попробуем сейчас выгрузиться еще раз на бережок. Пойду за ЧВК на берег в 5 утра, выдвинемся. Пусть темновато немножко будет, но у меня есть фонарик, если что. А вообще схожу в ночной рейд. Если сейчас не получится, зафейлю этот рейд, то тогда пойду в ночной рейд схожу. Под покровом ночи. О, на тоннелях появился вообще. Понятно, понятно. Подожди, что-то какая граната? Успокойся, братюня, все нормально. Значит так, идем сначала на коттеджи в первую очередь. С коттеджей пойдем наверх туда. На Лазурный. И с Лазурного на Норвинский вниз спустимся. Таков мой замысел. Так, попробуем сделать. Сейчас будет светлее и светлее. Блин, сейчас. Просто идеальным был бы спавн где-нибудь за Лазурным, да? Я бы одним из первых был бы как раз там. Ну ладно, ничего страшного. Торопиться не буду. Если что-то где-то будет какая-то движуха или бегающие соседние спавны, я бы хотел их услышать первым. А не как всегда. Самый опасен это в начале рейда. Больше всего вероятности, что ты погибнешь. Затем, когда подходишь к точкам интереса, в общем, типа как сейчас коттеджи, да? И ближе к выходу уже. Обычно так замесы происходят. Хочу заглянуть, посмотреть наличие флешек. Я думаю, это Дикий чапает. С дробовиком. Ништяк, пацаны, сегодня мы кайфуем. Так и думал. На Норвинском взрывы. Блин, думал поспокойнее рейд будет. Нифига подобного. Нифига. Так, а слева кто шуршит? По-моему, у меня слева ЧВК, короче. Он никак не отреагировал на эту стрельбу. Если бы это был Дикий, он бы отреагировал.
Вот так вот. Где-то тут слева. Слышишь, да? Слева кусты. Или тоже дикий? Дикий. Напугал. Так вот сложим. Приклад не снимается. Опа. А это кто-то санитара, походу, щупает. Вот в чем прикол. Блин, деревня. Так, мне надо как-то незаметно сквозануть отсюда. Но если они санитары ищут, то они сейчас 100% посмотрят. Нет, нет, все, они пойдут на выход, я уверен. Подождать какой-то момент. За лазуркой стреляют. Пощупали, санитара нет. Ну вот мне сейчас выходить, как я туда, блин, закладывать-то буду? Мне же сидеть там на открытой, прям, которую просматривают. Тоже такой себе вариант. Может быть, тогда на обратном пути сюда заглянуть? Пойдем тогда на Норвинский. Там уже пощупали санитара на Норвинском. И не нащупали его, получается. Посмотрим Норвинский. Там тела и эту. Маяк заложить. Как раз середина рейда будет. Возможно, поспокойнее будет на лазурке. На лазурку поднимемся, потом вернемся в коттеджи. И уходим на маяк. Хороший же план. Хороший план. Вот, тем временем уже, смотри, светает. Хорошо. Сколько у меня там диких было? 6, по-моему, да? Еще двоих это 8. Ну, больше половины уже квеста сделал, считай. Еще 7. И карателя можно будет тоже сдавать. Хотя второй каратель также на берегу. Тоже убивать диких. С глушителем. Но там можно будет уже какую-нибудь болтовку взять. Чтобы и навык покачать. Что-то не вижу никого. Вообще хотелось бы подальше уже по карателю продвинуться, чтобы, потому что у меня на берегу много очень квестов.
надо карателя. Там третий, по-моему, какой-то каратель. Как раз в жилете дикого бегать, вот это вот все, стрелять чувака. Странно, на этой гряде обычно трутся дикари. Нет никого. Там СКС где-то лупит. Бесконечно. Ладно, спускаюсь на заправку и двигаю на Норвинский. Сейчас посмотрим, что из этого получится. Надо глянуть тела и пометить. А оттуда по той стороне на ГЭС пойду. На заправке можно сейф глянуть, кстати, да? Так. Вот сюда. Ить. Давай флешку. СМТ. Ладно. Волыну нашел. Карабин. Назад таким же макаром примерно. Ить. Все. Опа. Вон он, блядь! Ебашь! Блин, не пали только хату. Не рассказывай никому. Так. Еще один есть. Осталось сколько? 6? Вот ранним утром вроде бы как более-менее поспокойнее, да, рейд оказывает. Или я просто по другим маршрутам пошел, а не сразу же в лазурку, поэтому такое впечатление. Братюня, как дела у вас? Как вы тут без меня? Вот они тела? Тело. Тут все взрывали, походу. Стекла битые все. Щупали санитара, пацаны, 100%. И сейчас теперь с этим добром мне надо будет ходить в лазурку, да, везде. Щупали, но не лутали, получается. Чувствуется уже, что тяжелый стал, 41 килограмм. Но мне надо в одном рейде все тела посмотреть. Мне просто так взять и уйти сейчас тоже не вариант. Нифига я ССДшек 2 штуки нашел. Надо же. Щедро. Картотеки не буду смотреть.
Вот сюда надо заныкать, 15 секунд надо прятать. Здесь, на коттеджах, то же самое. И наверху. На лазурке. Пойдет. Ладно, хотя бы по игре наверняка не нужно будет спускаться сюда на Норвинский, да? Но, как я уже говорил, я бы хотел сделать все в одном рейде, чтобы и тела эти... Не было необходимости бегать. Что, по одним и тем же точкам, получается, буду ходить. Тоже не дело. Тяжелый ЧВК, но выносливость пока восстанавливается. Налутал полный мешок теперь. Даже половину маршрута не прошел. Задуманного. Ну хорошо, хоть на этой стороне, да, заспавнило? Хотя разницы нет. На крыше ГЭС я не видел никаких диких. Возможно, опа, внизу будут. Убил, нифига себе. Все, осталось 5. Он либо подспавнился там, либо он внизу там был, да, на берегу. Когда туда шел, же его не было. Может быть, сейчас и на ГЭСе сейчас... Может быть, тогда и на ГЭСе появятся сейчас дикие. Живой, не пойму. Поближе подойти. По-моему, живой там. Как же ты громко предательски топаешь теперь, а? Тихо. Так. Брод у тебя? А, нет, живой вон он. Четверо осталось. Внизу не вижу никого. Окей. Если на лазурке никого не было, то, скорее всего, там накопились все эти дикие. Потому что я пошел зачистил. Эти пацаны прошли норвинские коттеджи, да? Либо там, либо они на той стороне скопились все, отвечаю. Там же теперь тоже добавили спаун диким. На дорогу на таможню. На вышки эти. У края карты возле канала. Надо жахнуться чем-нибудь, да? По-хорошему-то. Так. Но я бы мешок не стал скидывать. На самом деле. Потому что я потом налево планирую идти, а не сюда же. Так. Ага, дикий. Так, Тарков.
Поймал еле как точку закладки. Аквапепс. Пойдет. Вообще мне нужны дикие. Я бы стрельнул бы кого-нибудь. Тела же надо посмотреть еще. Че я чуть мимо не прошел? Ладно, бог с ним. Вот они, тела для терапевтов. Тело. Вот оно. Бам. Все, есть хороший шанс сейчас закрыть квест. Коллеги. Я бы хотел воспользоваться этим шансом. Поэтому предлагаю вернуться на коттеджи, доделать там свои грязные дела и двигануть в сторону выхода, опять же, на переход на маяк. Осталось 4 диких. Вполне возможно, что я сейчас где-то тут одного-двоих стрельну, да? Вон он. Один. Не убил я его. Побежал. Внутрь забежал. О, пацан готов! Третий. Пойдет. Все, последний дикий остался. Это хорошо. Так. Теперь мы можем что позволить себе? Пожрать, как полагается. Отказался? Хабай. Есть. Водички попить можно будет. Сколько там? 40 ракет. Пойдет. А можно и все выпить. Заберем. Так, у тебя что интересного? Делитесь флешками, парни. Не то пальто. Так, один дикий остался. Один. Это хорошо, я считаю. Блин, лута-то сколько вкусного. Все, я пошел на коттеджи. Троих диких застрелил. Есть вероятность, кстати, того, что сейчас на коттеджах будет у меня какой-нибудь дикарь. Если я его подстрелю и доделаю свои дела, то просто волосы назад в сторону маяка на выход, да? Там случайно не подспавнился никто из диких.
Было бы очень кстати. Не вижу никаких движений, к сожалению. Эй, ё-моё. Плакал мой квест. Чё это такое? Опять ногу мне кто-то выбил. Две ноги. Или я там типа упал? Поскользнулся. А? Не понял. Как это вразумить? Два перелома, говорит. Интересное кино. Очень интересное кино. Походу я сам там поскользнулся что-то, да? Возможно такое? Меня бы уже добили, я считаю. Если бы это ЧВК стрелял. Я уже все, блин, попрощался с квестами со своими. Тела тут. Который раз я уже смотрю эти тела. Все никак не могу выполнить этот квест. Так, что, закладываем. Давай, Тарков. Позволь закрыть этот квест. Готово. Все, мне надо идти на выход. Мы хотим идти на выход. Один дикий, да, остался мне по карателю? Так ли это Тарков? Тарковский каратель. Ой, каратель. Один дикий, прикинь, остался. Ах ты, Тарков, что ты творишь? Ты мне говоришь, либо иди на выход, или иди за диким с шансом помереть, да? Ладно, давай я попробую тогда с этой стороны посмотреть. Может быть, тут в деревне будут кто-то из дикарей. Может, мне повезет, кого-нибудь издалека сейчас бахнем, и все, и просто идем на выход, на маяк. Стопудово уже и чуелоботы подгрузились. Так-то можно было бы ко второму карателю в следующем рейде уже приступить, если сейчас бы одного дострелял. Это же офигенски было бы. Что скажешь, Тарков? Дашь дикого одного? Одного бота, больше не просим. Не дашь, да?
Тут, друган, мы бывал точно. Ну, спасибо, Тарков. Спасибо, родненький. Не понял, где он. За домом, за забором или с этой стороны? Ну чё, попадос вам тут всем, залетные? По-моему, это вообще челобот. Тебе так не кажется? А, вот он. Да кого ты живешь? Тормози. Зашибись. Нашел. Все, я пошел домой. Я пошел с локацией. Выход у меня на переходе на маяк. Я пошел смело в этом направлении. Лутать, пожалуй, ничего не буду. 40 килограмм на спине висит. Просто прямиком вдоль забора жух и выйду на маяке. Аккуратно. Погнали. На кону несколько квестов. Вот тебе и все. Хороший рейд. Ваших счастливый, потому что... Долгий рейд получился на 32,5 минуты, около 5000 опыта, но зато я сделал карателя первого. Можем сдавать первую часть уже. Но ноги я, скорее всего, сам себе там каким-то образом сломал, не понял сам как. Наконец-то закрываю, коллеги, часть первая. Нашли все 3 группы, отправленные терапевтом на санатории, на пирсе и на коттеджах. И вышли с локации. Это главное. Все в это в одном рейде нужно делать. Коллеги, часть вторая квест дает. Найти в рейде помеченный синим символом хирургический набор санитара. Находится он на Норвинском. И офтальмоскоп с маркировкой санитара. Он находится в закрытом коттедже. Ключа у меня нет. Игра наверняк квест лыжнику можем тоже сдавать. 3 маркера, которые он мне выдал, я заложил в санатории, коттедже и на пирсе и вышел с локации. С этим квестом тоже покончено. Ленд-лиз часть первая. Большой квест, по которому нужно выносить предметы из локации лес, с локации берег. Но там загвоздка в ключах, пока у меня их, к сожалению, нет. И каратель часть первая мы сегодня тоже завершили. Убили диких на берегу, используя автоматы серии АКМ 15 из 15. Каратель часть вторая. Здесь нужно убить диких на берегу, также используя оружие с люкс-глушителем. 12 диких нужно убить. Но тут уже можно любые абсолютно оружия использовать. И 7 полумасок, приготовленные заранее, я тоже передаю по этому квесту. Остается только диких настрелять. И выдает квест-поставщик, по которому нужно сдать ОФЗ. Одна штука у меня имеется. И военный аккумулятор. Пока этого добра у меня нет, но ничего, со временем найдем. Энергетический кризис механик выдал квест. Мне нужно идти, говорит, на маяк, пометить 3 бензовоза на маяке маркером и группу цистерн. И выдает квест кабинет химии, найти кабинет санитара в санатории, выйти с локации. В награду дает видеокарту, но там нужен ключ от кабинета санитара. Все, на этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, выпуск вам понравился. Благодарю за вашу поддержку, пальцы вверх, добрые комментарии и подсказки. Всем приятной игры, хорошего настроения и до следующего выпуска. До свидания.